Дымного дня! В сегодняшнем выпуске мы поговорим и расскажем о том, что необходимо и как приготовить кальян в стакане. Начнем по порядку. Естественно, нам нужен сам стакан в полной его комплектации. Стакан, шахта, защитный колпак, чаша и фрешевская трубочка. Угли, у нас их 2 угля, рулоновая фольга, ножницы, шило, форма для льда. Используем такую форму в связи с тем, что замораживаем кусочки фруктов или ягод. Вы можете использовать любую форму, главное, нам нужен лед и в достаточном количестве, так как без льда нормального курения не получится. Для коктейля нам понадобятся сиропы. Сиропы придают определенный вкус и цвет. В принципе, как вы заметили, ничего сверхъестественного здесь не нужно. Используется все то, что используем при приготовлении классического, привычного всем кальяна. Микс табака уже готовый. Приступаем к забивке чаши. Чаша у нас фанел, глазурь, уже заюзанная. В принципе, это нормально. Чем больше вы будете курить через нее, тем это лучше для вкуса передачи. Способ забивки можно как пушапом, так и трамбовать. Но нежелательно оверпак. То есть оверпак здесь неуместен. Забиваем. Каких-то определенных советов тут давать и не буду, потому что ничего сверхъестественного и особенного в этом нет. Забивайте, как обычно забиваете. Все делаем красиво, равномерно, чтобы табак тлел равномерно, по зонам. Примерно это будет выглядеть вот так. Лишнее убираем, чтобы нам не мешало. Берем фольгу. В данном случае фольга 11 микрон. Это не самая толстая фольга, но так как она не самая толстая, ее нужно сложить в 4 слоя. 4 слоя это оптимально для того табака, что мы забиваем, и вкупе с теми углями, с которыми мы хотим сделать кальян в стакане. 4 слоя. Натягиваем. Как-то так. Берем шило. Важный момент. Чашка фанел, не делаем отверстие по центру. Если это сделаете вы, то при тяге частицы угля будут попадать в сам стакан. Это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, по вкусу получится не очень. Определенной формулы или каких-то инструкций, сколько дырочек, в каком порядке, то есть или в каком направлении эти отверстия делать, их нет. Все делается так, как вы привыкли делать. Я делаю вот так. Подошли к моменту, чтобы выяснить, для чего нужны ножницы. Они нужны, чтобы убрать излишки фольги. В принципе, можно это делать и резаком. Но у нас ножницы, так что будем справляться ими. Осторожно с пальцами. Ножницы, как видите, как секаторы. Тут нужно быть внимательным. Нужно примнуть фольгу к дну чаши. Не нужно бояться перевернуть. Ничего страшного с этого не будет. Страшно это, когда вы сделаете паровые камни. Если вы так перевернете, то сок будет стекать, будет не айс. В данном случае при табаке никаких проблем с этим нет. Даже если вдруг фольга прям не плотно, тоже это сильно не повлияет на сам кальян в стакане. В итоге это будет выглядеть так. Можно сделать, конечно, и по красивее, но этого вполне достаточно. В принципе, угли почти у нас созрели. Сейчас мы сделаем коктейль. Для коктейля нам нужна вода, лед, и используем сиропы. Так,
пока ставим шахту с чашей. Лед — это замороженная малина в той форме, которую мы показывали. Льда засыпать желательно полгорлышка, так как после того, как вы наполните воду, лед трамбанется, и льда будет меньше. Но этого количества достаточно, чтобы курить полноценно 40 минут. Если льда будет меньше, соответственно, курение не будет продолжаться 40 минут, а чуть меньше. Воды, наверное, порекомендую наливать по центру расширенной части стакана. Этой воды достаточно, иначе если сделаете больше, лед будет таять, уровень воды будет подниматься, и вода может попасть через шахту в саму чашу. И тогда конец нашему кальяну в стакане. Так как нам этого не нужно, и мы хотим полноценно покурить и получить удовольствие, делаем именно так. Еще важный момент. Чем отличается кальян в стакане от кальяна в стакане на фрукте? Так тем, что у фрукта нет идеального размера, чтобы его так поставить и была стопроцентная герметизация. В нашем случае все продумано. На горлышке самого стакана шершавая поверхность и на самой шахте. Для чего это делается? Мы сейчас это смочим. Конечно, это не очень, может быть, и красиво выглядит, но раковина далеко, до туда идти, будем обходиться тем, что есть. Смачиваем. Лучше, конечно, смочить обильнее, но что есть, то есть. Пусть немного. То есть, делая данные движения, будет сцепление самого стакана с шахтой. Таким образом получается герметизация. Воздух не пройдет. Ну, посмотрите сами. Тяга идеальная, воздух не проходит. Хотя мы смочили, в принципе, не обильно. Так, угли готовы. Ставим защитный колпак. Объясню, почему снимаю крышку. Крышка предназначена для того случая, если вы курите где-то в клубе и вы передвигаетесь. То есть тут не будет лишнего жара. Для полноценной вкусопередачи, чисто по своему опыту и пройдя эту боль недостаточного вкуса, я бы рекомендовал лучше снять. Так как будет без крышки колпак защитный, фрешевскую трубочку лучше сделать длиннее. Иначе жар будет бить в лицо, и тоже неприятный момент. Надрезаем под углом. Куда-то улетел, ничего страшного. Подрезаем под углом, вставляем, все плотно сидит. Опять же проверяем тягу. Если вдруг тяга, то есть вы чувствуете, что тяга недостаточная или где-то воздух проходит, при тяге пробуйте прокручивать шахту. То есть таким образом сцепление становится лучше. Типс. Это внутренний мундштук. В принципе, это сделано для того, чтобы была лучше тяга. Это наш лайфхак. Так не наблюдал, что кто-то использует типсы. Но с ним реально тяга лучше. То есть с ним намного интереснее дымить. Угли. Ставим угли по краям чаши. Наша цель нагреть саму чашу, не нагреть табак. Поэтому по самый край ставим. Ожидаем минута. Минута — это, наверное, оптимальное время, чтобы чаша полноценно нагрелась и дым уже пошел. Обязательно разогревайте угли до красна. Если угли будут не до красна нагреты, то вы будете чувствовать при первых тягах неприятный вкус. Будет вкус угля. То есть это не хорошо. Зачем это вам нужно? Лучше подождите, не торопитесь. Кальян — это такая штука, здесь нужно подходить размеренно. Это своя философия, не надо никуда спешить.
Соберитесь, подождите, 5 минут ничего не решают, но зато вы получите полноценный вкус и получите полное удовольствие. Один лайфхак дополнительный. Если вдруг вам не терпится покурить, и вы сняли крышку, берете фольгу и просто делаем крышечку из фольги. Ускорит процесс разогрева чаши на процентов 50. Просто ставим и раскуриваем. Заметьте, прошла минута. То есть за минуту уже вкус передается. Еще полноценного вкуса нет, но главное, нет передачи вкуса угля. На самом деле он очень противный. Третья тяга пошла. Уже можно даже колечки пускать. Пятая. Шестая тяга. Все только начинается. По весу, в принципе, комфортно. То есть даже девушки держат одной рукой, никаких проблем с этим нет. Барные стойки. Удобно курить очень на барных стойках. Ставите на барную стойку, у вас на уровне лица все очень без проблем. В связи с тем, что сделали такую длинную трубочку, жар тоже не бьет по лицу. Была бы она немного короче и без типса, это бы ощущалось. Малина еще не чувствуется, так как она еще в замороженном виде. Буквально 10 минут подтаивает лед и передается вкус малины. Также вы можете добавлять мяту. Пробовали даже розмарин, но розмарин должен разогреться. Специфический вкус на любителя. По вкусам, то есть по коктейлям, будет отдельная рубрика, где мы будем делиться вкусами и коктейлями, которые нам зашли. То есть мы будем с вами каждую неделю стараться выпускать новые выпуски. Второе отличие от классических кальянов в том, что в кальян-стакане нет обратки. Все кальянщики, пробуя кальян в стакане, спрашивают, а где обратка? То есть у них возникает вопрос, для чего нужна обратка? Давайте вникнем в этот вопрос. Обратка нужна в том случае, если начинает подгорать табак, нужно продуть этот подгар, тогда она необходима. Если табак у вас не подгорает, обратка она не нужна, вообще она ни к чему. Это лишний элемент в самой технологии, то есть он будет только мешать. Если вы будете следовать нашим советам, то есть подгорать табак не будет. Это, я с уверенностью могу сказать, потому что эту боль мы принесли через себя. Но если у вас прям такое ярое желание возникает, если вы привыкли выдувать, то есть вам это необходимо, делайте это следующим образом. Поднимаете саму шахту, продуваете, выдуваете дым самого стакана, ставите. И все идет обратно. Дымим полчаса. Офигенский навал. Полная вкусопередача как табака, так и самого коктейля. В следующих выпусках разберем, для какого табака какой лучше зайдет уголь и какое количество фольги использовать. И помните, друзья, дом там, где ваш личный кальян. А мы пошли ловить кальянов покемонов.